Приветствую вас, дорогие друзья, это канал Орел без решки. В этом ролике мы с вами прогуляемся по городу Фетхие, что находится в провинции Мугла. Посмотрим, какой этот город не в сезон и какие здесь есть достопримечательности. Подписывайся на канал, ставь лайк, а мы начинаем. Начинаем мы, пожалуй, с самой узнаваемой достопримечательности города – гробница Аментаса, фасад которой вырублен в отвесной скале. Быть погребленным таким образом мог себе позволить не каждый человек, только богатые люди. И чем богаче были люди в те времена, тем выше и круче, так сказать, была их гробница. Подняться к гробнице Аментаса стоит хотя бы ради того, чтобы увидеть панорамный вид на город, бухту и порт. Также можно посмотреть, как местные жители согреваются зимой. Сейчас декабрь, солнца уже не хватает, отопления здесь нету. В основном это либо обогреватели электрические, они покупают, либо вот таким вот образом топят дровами. Идет дым, и поэтому во многих квартирах запах костра стоит. 20 лир стоит билет, чтобы подняться прямо туда наверх. Это самая верхняя гробница. Поднялся я сюда, здесь уже пробита дыра в стене. Сюда можно залезть вовнутрь, почувствовать себя этим самым Аментасом. Но здесь особо ничего нету. Не буду сюда залезать, осквернять могилу. Вообще в этой скале не только лишь одна гробница, тут целое кладбище ликийских гробниц. В теории даже можно сюда залезть. А мы направляемся с вами в крепость крестоносцев. Крепость крестоносцев была построена в 15 веке рыцарями-крестоносцами ордена Святого Иоанна на более старом ликийском фундаменте. Сейчас здесь развивается турецкий флаг, но какого-то прохода туда нету. Стоит забор, не хочется туда через него перелезать. И отсюда тоже открывается хороший вид на город и на море. Римский амфитеатр Фетхие был построен во II веке до нашей эры. Изначально он был рассчитан на 6000 мест. Это не вся его часть, основная его часть под землей. Сюда тоже попасть нельзя. Забор, сетка. Это, к слову, о том, чтобы приехать в Турцию вне сезона, посмотреть все достопримечательности в комфортную погоду. В это время как раз большинство объектов закрывается на реставрацию. А рядом с амфитеатром находится порт, где стоят яхты, которые уже законсервированы на зиму. Если у вас есть шенгенская виза, можно добраться на пароме до греческого острова Родос. А сейчас не в сезон, остается только рыбку ловить. Вот, кстати, лежат две маленькие рыбки. И странно, что котиков нету. Турция — это, так сказать, кошачья страна, тут нету котиков. Странно. Также здесь есть велосипедная дорожка и прогулочная зона. Ну вот первый котик, который рядом с этой рыбкой, по нему все ясно. Посмотрите на его размеры, на его сытую, довольную морду. Ему никакая рыбка не нужна. Вот у него тут есть корм, все у них нормально здесь. Несмотря на то, что Фетхие – самый греческий город, Мустафа Кемаль и здесь гордо скачет на коне. А рядом с ним такая вот клумба с цветами, анютины глазки. Эти цветы растут в России в весеннее время года, а в Фетхие они растут в декабре. Стоит немного отойти от порта, и вы уже попадаете на пешеходную прогулочную набережную. Фетхие — это в первую очередь курортный город, поэтому здесь есть такая пешеходная улица. Памятник национальным героям Турции находится в центре Фетхие. Был возведен в 2001 году. Памятник воздвигнут в честь погибших турецких воинов в битвах на Кипре, Корее, в войне за независимость и в бою на Чанаккале. Возле памятника часто можно увидеть людей с цветами, приходящих поклониться павшим солдатам. Каждая сторона имеет своих героев. Еще один интересный памятник находится на прогулочной набережной возле моря, называется памятник турецким командирам. Тут изображены главнокомандующие, султаны, адмиралы, начиная с турков-сельджуков, далее по кругу, заканчивая Сулейманом Великолепным и его адмиралом Барбароссом. Но над ними всеми возвышается, конечно же, самый главный командующий в современной турецкой истории Мустафа Кемаль Ататюрк. Интересный памятник, сейчас уже темно, в декабре темнеет рано, но это все освещено прожекторами.
Дальше эта набережная превращается в улицу ресторанов. Рестораны здесь можно выбрать любые, на любой вкус и кошелек. Еще одна достопримечательность, которая находится рядом с Фетхие, древний город Кая-Кей. Вот он здесь, его видно, но как к нему пройти, непонятно. В итоге подъехали мы сюда на машине, спросили у владельцев этого заведения, они нам подсказали, что такими тропками можно пройти к этому городу. Кая-Кей — это был процветающий город до 1923 года. Здесь находится примерно 3500 домов, церковь, школа и больница. Но сейчас это город-призрак. Городом-призраком он стал из-за вынужденного переселения греческого населения назад на родину. Это произошло из-за проигрыша Греции в войне против Турции. В Турции еще называют это война за независимость. И по окончанию войны греческое население вынужденно депортировали на родину. Местные турки здесь не захотели жить, потому что турки привыкли жить на равнине. Греки любили вот такие вот горные местности. И поэтому этот город стоит пустой. Местные жители, кто жили неподалеку, обворовывали дома для ремонта своих домов. А также в 1957 году здесь было землетрясение, что еще больше повредило городу. Сейчас этот город стоит в таком виде. Сюда приходят туристы. Рекомендуем и вам посетить этот город. Это находится недалеко от Фетхие, примерно в 8 километрах. Большинство этих зданий можно пройти, посмотреть, как раньше жили местное население. Вот один из типичных домов. Вот в таком у нас сейчас состоянии. Это, видимо, большая комната. Это маленькое помещение, что-то похоже на кухню. А рядом здесь находится колодец. Сейчас там современный мусор. Это, видимо, раньше была центральная улица города. И сейчас по ней удобнее всего ходить по городу, осматривать все дома. Церковь 19 века закрыта, не расстраивайтесь. Тут есть место, чтобы ее рассмотреть получше, для этого нужно забраться повыше. Отсюда ее уже видно хорошо. А это пляж Голубая лагуна, один из известных пляжей в Турции. Собственно, ради этого я приезжаю сюда, в Фетхие, в поселок Олиденис, насладиться этим прекрасным пляжем с чистейшей водой. Лагуна эта окружена соснами. Сейчас не сезон, но все равно здесь купаются. В основном это, конечно же, русскоязычные. И вода примерно градусов 18. Когда светит солнце, в принципе, комфортно купаться, тепло выходить. Душевые кабинки, переодевалки, все здесь есть. Все это работает даже не в сезон. В 5 километрах от центра Фетхие находится пляж Чалыш, вдоль которого расположены отели, закусочные пабы, которые держат мигранты из Великобритании. Не в сезон на этом пляжу, конечно же, никто не купает, но люди здесь есть, ловят рыбу, просто сюда приходят со стульчиками погреться на солнышке. По этой табличке видно, что здесь черепахи откладывают свои яйца, и поэтому с 20:00 до 8 утра не рекомендуется, не разрешается заходить на пляж, чтобы не мешать размножаться черепашкам. Вдоль этого пляжа проходит большая прогулочная набережная. И действительно сказывается то, что все отели и местные заведения держат англичане. В основном здесь слышна английская речь, нежели русская. В Фетхие есть музей. В основном в музее находятся экспонаты из ликийских городов, которые окружали этот город в районе 70 километров. Вход в музей, что примечательно, абсолютно бесплатный. Вот, например, город Пинара. Древний ликийский город Пинара. Все ценные экспонаты, такие вот чаши, сосуды, были собраны здесь в музее. И для каждого города здесь свой зал. Не только образцы ликийской культуры представлены здесь, также из брошенного города Кая-Кей. Отсюда что-то вывезли. Например, вот эта вот дверь. Судя по тому, что написано, это была дверь церкви. Возможно, той самой церкви, в которой вход закрыт. Но самая ценная находка в этом музее – это вот эта вот плита, трехязычная стела из ликийского города Летуон, охраняется ЮНЕСКО. Именно по этой самой плите через древнегреческий и арамейский язык расшифровывали ликийский язык.
Национальный парк Чалыш или Птичий рай. Это большой парк, где можно прогулять, посмотреть на птиц. Тут живут разные птицы, в том числе, которые занесены в Красную книгу. Но здесь в основном только утки, гуси. Здесь живут, купаются в пресноводном озере. Здесь я и закончу. Спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Фетхия — это больше такой тусовочный город, больше европейский, где можно сходить потусить в клубы, в рестораны и также посмотреть достопримечательности. Это не про отель All Inclusive. Если вам надо море, отель All Inclusive 5 звезд — это вам лучше в Оле-Денис. Канал Орел без решки — это не только прогулки по городам, а также обзоры отелей и ресторанов. Подписывайся на канал, если тебе понравилось это видео.